Всем привет! Это видео я снимаю для тех, кто впервые едет отдыхать в Турцию в отель с системой «Все включено». Я подробно расскажу о том, как проходят туры по путевкам, начиная от их покупки и заканчивая тем, что вы получите во время отпуска. Пройдемся по всем мелочам, которые важны новичкам. Как выбрать тур? Чем здесь кормят? Что вы получите в отеле и на пляже? Все то, что хочется знать заранее, перед первой поездкой в Турцию. Я постаралась ответить на частые вопросы, которые вы задаете в комментариях под моими роликами, и учесть все нюансы. Я буду очень благодарна, если вы поддержите мой труд лайком. Поехали! Путешествие в Турцию начинается с покупки тура. Тут два варианта. Можно пойти к турагенту, а можно сделать все самостоятельно, в спокойной обстановке. Я расскажу о комфортном и выгодном выборе путевки. Лично я уже много лет пользуюсь сервисом Travelata. Это онлайн-турагентство, которое собирает предложения и сравнивает цены на туры от ведущих российских туроператоров – Тестур, Анекс, Пегас Туристик и так далее. Это очень удобно. Вы можете без спешки выбрать себе отель и сделать все самостоятельно за несколько минут. Что самое главное, здесь нет переплат посредникам и риска нарваться на мошенников. Цены тут такие же, как на сайтах туроператоров. А у меня еще есть и промокоды, я с вами поделюсь. А сейчас я расскажу, как пользоваться Travelata. Заходите на сайт Travelata по ссылке, которую я оставила в описании под этим видео. Выбираете город вылета, например, Москва. Далее выбираете страну, курорт или конкретный отель. Можно выбрать точную или гибкую дату вылета. Число ночей тоже. Далее указываем количество туристов. Теперь выбираем фильтры. Допустим, вас интересуют отели 5 звезд с системой «Ультра все включено» на первой линии. Можно сузить поиск, добавив важные для вас фильтры. Например, наличие водных горок или отели только для взрослых. Есть сортировка по цене, от дешевых вариантов к дорогим. Обращайте внимание на рейтинг отеля и открывайте страницу каждого варианта, который вас заинтересует. На странице отеля можно посмотреть фотографии, увидеть подробное описание инфраструктуры и почитать отзывы туристов. Если вы нашли подходящий вариант, переходим к бронированию. Выберите категорию номера, посмотрите фото, посмотрите информацию про наполнение и вид из окна. Выбираем тур с авиабилетами, где перелеты будут включены в стоимость. На следующем этапе вы увидите варианты рейсов. Тут же прописана информация о багаже. Выбрав подходящий вариант, обратите внимание на детали тура. Проверьте тип питания, наличие страховки и трансферов из аэропорта. Переходим к покупке тура в Турцию. Укажите номер телефона и адрес электронной почты, к которой у вас есть доступ. Сюда вам пришлют чек об оплате тура и все документы. Если есть возможность, ваучер перед поездкой лучше распечатать. Заполните личные данные. Чтобы купить путевку в Турцию, нужен только загранпаспорт. Фамилию и имя прописывайте латинскими буквами, как в документе. Обязательно воспользуйтесь моими промокодами, чтобы сэкономить. Я пропишу их под видео, чтобы они были у вас под рукой. Просто скопируйте подходящий промокод и вставьте его в окошечко. Далее переходим к оплате. Вы можете оплатить тур сразу или оформить беспроцентную рассрочку. Отвечу на частый вопрос: какого туроператора лучше выбрать? За годы путешествий я поняла, что точного ответа на этот вопрос не существует. Форс-мажоры с переносами или задержками рейсов могут возникнуть у всех, а перечень услуг у туроператоров примерно одинаковый. Единственное, что могу посоветовать, выбирайте того туроператора, о котором вы ранее слышали. Тестур, Анекс Тур, Пегас Туристик, Fun & Sun и другие. А вот если вам предлагает свои услуги туроператор Ромашка или Березка, это звучит как-то сомнительно. Итак, после покупки путевки все документы вам присылают на почту.
Ваучер, страховка, билеты, памятка с полезными советами и правилами въезда. Все необходимое в одном месте. Если есть какие-то вопросы, оператор поддержки всегда на связи. Мне кажется, это очень удобно. Сэкономили время, сами посмотрели, какие цены предлагает каждый туроператор, без спешки почитали отзывы о понравившихся отелях, а потом купили тур с хорошей скидкой. Пользуйтесь! А если что-то не получается, то не стесняйтесь писать мне лично в соцсетях. Я помогу. Денег за это я не беру. Путевку в Турцию купили, отправляемся в путешествие. Если вы летите на регулярном рейсе, лучше зарегистрироваться заранее. На чартерах это обычно не требуется. В аэропорт я советую приехать примерно за 2,5 часа до вылета, чтобы сделать все без спешки. Регистрируетесь, сдаете багаж, проходите паспортный контроль и все, вы готовы лететь на отдых в Турцию. Не переживайте, если не знаете иностранных языков. На пограничном контроле в Турции туристам обычно не задают никаких вопросов. После паспортного контроля в Турции отправляйтесь получать багаж, а затем ищите стойку туроператора, который прописан в вашем ваучере. Там вас встретит гид и даст вам информацию о трансфере в отель. Он отметит, что вас встретили и покажет, где стоит ваш автобус. Далее вас ждет поездка до отеля. Учитывайте, что это может быть не быстро, потому что автобус заезжает в несколько отелей. Если вы хотите ускорить этот процесс, то можете заказать индивидуальный трансфер на этапе покупки путевки. В большинстве случаев официальное время заселения в отель в Турции 14 часов. Если вы знаете, что приедете рано утром, я советую положить поближе сменную одежду для похода на море. Скорее всего, вас не заселят сразу. Не теряйте время, отдохните на пляже. Официально в день заселения завтрак вам не положен, но по опыту скажу, что еще ни в одном отеле Турции мне в нем не отказывали. Если вы приехали утром, скорее всего, вас сразу отправят покушать. Конечно, если в отеле есть свободные, чистые номера, вас заселят пораньше. Можно попробовать ускорить процесс с помощью чаевых или гостинцев из России. Самые популярные подарки у наших туристов – это шоколад Аленка и бутылка водки. В любом случае, турки всегда стараются сделать так, чтобы гости не ждали комнату слишком долго. Как только ваш номер будет готов, один из сотрудников сразу проводит вас в номер и доставит ваш багаж. Он же покажет, как пользоваться ключ-картой, кондиционером, телевизором, расскажет о мини-баре и так далее. Отблагодарите его чаевыми, 1-2 доллара будет достаточно. Также при заселении в отель вам, скорее всего, выдадут распечатанную концепцию отеля All Inclusive. Там будет прописана вся информация об инфраструктуре отеля, расписании приемов пищи, также об активностях, все самое важное в одном месте. На следующий день после заселения у вас, скорее всего, будет собрание с гидом, представителем вашего туроператора. Об этом обычно сообщают с помощью записки в номер или сообщения на ваш телефон. Так как вы едете в Турцию в первый раз, я советую сходить на это собрание. Гид может рассказать много полезного о самом отеле, а также об окрестностях. Он подскажет, по каким неделям проводятся базары, где можно купить сувениры, поменять деньги и ответит на все ваши вопросы. Также гид даст вам информацию об обратном вылете, где отслеживать время, в которое вас заберут. А еще он будет продавать экскурсии по Турции. Если они вас заинтересуют, возьмите его листовки в номер, а потом сравните цены с предложениями на сайте, который я для вас оставила. Это проверенный российский сервис, где бывалые туристы часто бронируют экскурсии. Не переживайте, это также надежно. Гид – это просто посредник, который продает вам те же самые экскурсии, которые организуют турецкие компании, но часто делает это с серьезной наценкой. А теперь давайте посмотрим, как выглядит типичный номер категории «Стандарт» в Турции. Он может быть более старым или более современным, но общая концепция будет ясна.
В стандартном номере чаще всего предусмотрена либо одна большая кровать, либо две раздельные. Обычно это можно выбрать при покупке тура или попросить на ресепшн при заселении. В номере обязательно есть место для хранения вещей, халаты и тапочки в зависимости от уровня отеля. Чаще всего бывает бесплатный сейф, кондиционер, телевизор и чайник. Заранее прочитайте про Wi-Fi. Сейчас бесплатный интернет почти всегда есть в номерах, но иногда только в общественных зонах. В мини-баре обязательно будет вода. Некоторые отели делают расширенное наполнение с бесплатными алкогольными и безалкогольными напитками. В ванной комнате вас будет ждать полный комплект полотенец для использования в номере. Косметический набор бывает разным. Иногда это просто средство 2 в 1 и мыло. А иногда в нем может быть все необходимое, вплоть до мочалок и зубных щеток. Чаще всего в турецких отелях есть фен. При бронировании номера обращайте внимание на вид из окна. Иногда слово «окрестности» может означать трассу. Рекомендую взять с собой мелкие доллары на чаевые для горничной. Советую оставлять 1-2 доллара каждый день или через день. Также можно оставлять чаевые в турецких лирах или евро. Поговорим о питании по системе «Все включено» в Турции. Как правило, в стоимость отдыха включено трехразовое питание в ресторане в формате шведский стол и перекусы в течение дня, а также напитки в барах. Что касается напитков, они могут быть местными или импортными, в зависимости от концепции отеля «Все включено» или «Ультра все включено». Напитки чаще всего подают в стаканах, а не в бутылках. В типичных отелях Турции на завтраках алкоголь не предусмотрен, а вот во время обедов и ужинов в ресторане чаще всего предлагают вино и пиво. В барах ассортимент напитков шире, там предлагают крепкий алкоголь и коктейли. Конечно, концепция может меняться в зависимости от уровня отеля, но мы говорим о том, что происходит в среднем по Турции. Не стесняйтесь заказывать себе напитки. Вы всегда можете взять себе дополнительный кофе за завтраком или второй бокал вина за ужином. Все это уже включено в стоимость вашего отдыха. Во время основных приемов пищи еду предлагают в формате буфета. Гости накладывают себе сами, а напитки обычно приносят официанты, хотя некоторые можно наливать самостоятельно. На шведском столе всегда предлагают блюда западной и турецкой кухни. Это сделано для того, чтобы у вас всегда была привычная еда, но вы также имели возможность познакомиться с местной культурой. Всегда есть овощи, закуски, горячие блюда, супы, выпечка, десерты и сезонные фрукты. Что-то предлагают в готовом виде, а что-то готовят непрерывно прямо в зале. Например, по утрам это индивидуальные омлеты, а по вечерам часто бывает блюдо дня. Рекомендую попробовать в Турции местные десерты, они очень вкусные. Очень часто названия блюд прописаны на нескольких языках. Русский язык популярен, но если его не оказалось, вы можете спросить о составе блюда у официантов. Многие турки отлично говорят на русском языке. В отелях Турции также часто имеются а-ля карт рестораны с обслуживанием по меню. Обычно их можно посещать без доплат по одному разу за время пребывания. Это будет прописано в концепции отеля, которую вы получите при заселении. Чтобы посетить такой ресторан, чаще всего надо предварительно записаться у Guest Relation, сотрудника по работе с гостями. Обычно это русская девушка, которая имеет собственную стойку в лобби отеля. Она может помочь вам не только с рестораном, но и с решением других вопросов. В отелях Турции также предусмотрено промежуточное питание. Иногда оно скромное, а иногда очень разнообразное и интересное. В отеле может быть кондитерская, бар с закусками у бассейна или у моря. Также может быть точка выпечки турецких лепешек и раздачи мороженого. Все это зависит от уровня отеля. Поездка в Турцию – это в первую очередь отдых на море. Что входит в концепцию «все включено» на пляже? В
хороших отелях гостям доступны шезлонги, зонтики или тенты на берегу моря. Если отель не на первой береговой линии, может быть организован бесплатный трансфер по расписанию или по запросу. На пляже обычно есть кабинки для переодевания, души, туалеты и бар с напитками и закусками. Чаще всего все продумано так, чтобы вы могли не покидать пляж с утра до вечера и отдыхать с комфортом. Что еще входит в концепцию All-Inclusive в отелях Турции? Очень часто в отелях есть бесплатная инфраструктура. Для детей это чаще всего мини-клубы, а также продуманные развлечения в течение дня, в том числе вечерние представления или мини-диско. А вот если на территории отеля есть аттракционы или игровые автоматы, это чаще всего уже за деньги. Очень часто в отелях Турции есть водные горки, тренажерные залы, спортивные площадки для игр в волейбол, баскетбол или теннис. Крытые бассейны чаще всего работают только в холодное время года, но иногда они доступны круглый год. Почти всегда в отелях Турции есть турецкие хамамы и сауны. В большинстве отелей, где я была, они были доступны без доплат. В концепцию «Все включено» часто входят развлекательные программы анимации, стандартный набор, утренняя зарядка, аквааэробика, волейбол, дартс и вечерние шоу. Иногда анимация бывает более активной. А в отелях с концепцией только для взрослых, которые выбирают для спокойного отдыха, развлечений в течение дня вообще может не быть, только живая музыка и представления по вечерам. Иногда за дополнительную плату могут предлагать караоке, боулинг и напитки на дискотеках, если они предусмотрены. Скорее всего, на территории вашего отеля будут сувенирные лавки, но цены в них всегда выше, чем в городе. Не бойтесь выходить за пределы отелей. Также я советую заранее посмотреть, что есть рядом с вашим отелем. Иногда может оказаться, что рядом нет вообще ничего, потому что ваш отель расположен в спокойном курортном поселке. В таком случае погулять вам будет негде. А иногда отели Турции расположены очень удачно, и рядом может оказаться оживленный город или променад для прогулок. Там же будут сувенирные магазины, супермаркеты и магазины одежды. В Турцию выгоднее ехать с долларами, которые можно обменять на месте на турецкие лиры. Иногда обмен предлагают гиды. Это обычно невыгодно. Лучше найдите обменный пункт рядом с отелем. А можно вообще платить в долларах, если покупаете что-то на рынке. Когда отпуск закончится, автобус отвезет вас обратно в аэропорт. Если у вас поздний выезд, вы можете попробовать продлить пребывание за дополнительную плату. Если вам этого делать не хочется или это невозможно из-за заполняемости отеля, то вы можете оставить свои вещи в камере хранения и пользоваться всеми услугами отеля до самого выезда. Если у вас остались вопросы, даже если они кажутся вам глупыми, не стесняйтесь задавать их в комментариях. А подобрать подходящий отель для отдыха в Турции вам помогут мои обзоры, которых на моем канале уже очень много. Также обратите внимание на тематические подборки. Например, в конце каждого года я снимаю ролик, в котором выделяю 5 турецких отелей, которые понравились мне больше всего в этом сезоне. В описании под видео я оставлю вам ссылку на такой ролик за прошлый год. Желаю вам хорошего отдыха в Турции и до новых встреч!